И еще раз. Стиль классицизм. Класс, образец, классикус, образцовый. Существовал в Европе с XVII века параллельно с барокко и стал главенствовать, когда эмоциональные барокко и рококо сдали свои позиции перед более рассудочным стилем. Интеллектуализм вместо теологии, рационализм вместо эмпирики. Особенно выделялись французские живописцы Никола Поссен, Клод Лорен. Первая волна, еще параллельно с барокко, так называемый барочный классицизм, как наш Левицкий, например. А потом следующие поколения, поколение Давида, Энгра, а у нас были и Бруни, Иванов, отец, сын. При этом со следующим поколением классицизм приобретал приставку неоклассицизм. А образцом для стиля в очередной раз, как и в Возрождении, и неспроста же можно встретить словосочетание «ренессансный классицизм», да? Образцом и ориентиром в очередной раз выступало античное искусство. Классицизм облагораживал натуру, брал только то, что отвечало образцам, эталонам. Тело совершенно, складки одежд подчеркивают форму и ритмически организованы. Жесты и позы не столько натуральны и убедительны, а скорее торжественны и театральны, что в период дожатого классицизма, в период ампира приобретает еще большее значение. В свое время барокко дожали до мелкого рококо, что в свою очередь вылилось в менее аристократичный вариант стиля, в сентиментализм, иллюстрируя душещипательные романы того времени. Грёз, Гейнсбора, пусть будет Венецианов, милые барышни, дети, щеночки, такая слащавая милота. Так и классицизм дожали до ампира в какой-то момент. Ампир, эмпайр, империя. Здесь побеждают другие посылы. Классицистические ориентиры сместились на позднее уже римское искусство. В противовес времен афинской демократии, республики. Теперь все внимание было направлено именно на императорский Рим, который стал эталоном стиля. Победы в войнах, триумф, слава правителю. Наполеоновское время во Франции, а у нас война 1812 года и уже наши победы, наш триумф. Стиль будет возрожден в СССР, особенно после победы в Великой Отечественной войне, так называемый сталинский ампир, неудивительно и небезосновательно. Ампир называют холодным и жестким стилем, колючий декор ощетинивается мечами, копьями, щитами, шлемами, ликторскими связками, символ власти и силы, пучок перевязанных прутьев, а позже еще и с прикрепленным топором в головной части. В живописи ампир, помимо околобатальных сцен, это портреты аристократии, в рамах с узнаваемым характерным декором, такой парадный классицизм с военным уклоном. А еще с конца XVIII века рассудочному классицизму противопоставляется более человечный, спокойный, созерцательный романтизм. В Германии яркий представитель Каспар Давид Фридрих, во Франции Жирико, Делакруа. Тут и пейзажи диковатой всепобеждающей природы у американцев Коула и Чорча, или у француза Юбера Робера, где от былого величия античной архитектуры остаются лишь заброшенные развалины. Как в свое время сдержанные готика и возрождение сменились буйным барокко, так романтизм шел в противовес холодному классицизму и ампиру. Однако были художники, в творчестве которых можно было найти элементы романтизма в рамках общего классицистического направления. Так у того же Брюллова эти стили переплетаются. Основа вроде классицизм, а суть наполнения уже романтизм, когда сюжет требует сопереживания. Художники обращаются к легендам, древнегреческим мифам. У Боровиковского, кстати, тоже в рамках классицизма можно найти черты и романтизма, и даже сентиментализма. Да, и романтизм, и сентиментализм оба апеллируют к чувствам и эмоциям, но герои разные. Романтик – это мятежный дух, бунтарь, герой нового времени, одиночка-созерцатель, гений, тогда как герой сентиментальной истории – это чаще всего простой человек
с понятным каждому стремлением к счастью, к спокойствию, к любви. Ну, как у Тропинина, например. Кстати, эти милые радости получили продолжение еще в одном направлении живописи в немецком и австрийском искусстве после наполеоновских войн в первой половине XIX века. Мориц ван Швинд, Карл Шпицвек, Фердинанд Вальдмюллер. Название стилевого направления Бидермайер. Можно перевести как «простодушный», а если точнее, «простодушный господин Майер». Готлиб Бидермайер, вымышленное имя, псевдоним немецкого поэта Людвига Айхрадта, издавшего сборник юмористических стихов от лица наивного буржуа и стихоплета, тихого школьного учителя, предпочитающего комфорт, а не политику, от которой все устали в тот момент, надо признать. Картины в стиле Бидермайер практически иллюстрация жизни такого героя, который вполне удовлетворен своей жизнью в забытом богом городке, в крохотной комнатушке с видом на садик. Тоже философ-созерцатель, да не тот, мелковат. Такой жанровый сентиментализм и псевдоромантизм, по сути. Стиль не особо почитаем у искусствоведов, но отдает мещанством и даже пошлостью, зато, как и следовало ожидать, пришелся по вкусу широкой публики, поскольку и в этот раз изобразительное искусство возвращалось к одному из вариантов своего предназначения – отвлекать и развлекать без менторского тона. И, надо сказать, исполнение было часто на высоте, сочная живопись, вобравшая в себя все передовые на тот момент достижения техники и технологий. Убедительные светоносные работы, исполненные с любовью, детализированные, с любовью к деталям, да, приглашающие к прочтению незамысловатой истории. То, что делали малые голландцы в XVII веке, вышло теперь на новый уровень. Яркие, эффектные, остро подмеченные жизненные моменты, уже полноценно существовавшие в графике, перекочевали теперь в станковую картину. Камерную, домашнюю, бесконфликтный мир, умиротворение, ирония, добрый юмор. Бидермайер распространился по всей Европе, многие художники черпали вдохновение, перенимали сюжеты и сам настрой. В России черты стиля можно отыскать у Павла Федотова, например. К концу XIX века термин Бидермайер стал трактоваться более широко, как «старые добрые времена». Провинциальная идиллия и взгляд назад. И этот самый взгляд назад – формула, принцип, ставший предвестником будущих стилей – историзма, эклектики. Но об этом позже.